Уже давно, и не только у парохоботов, но и у вменяемых зелефанов, хотя таких мало, признаю, вызывает стойкое неприятие и внешняя, и внутренняя политика клоунов с комиками и их команды с высшим трускавецким образованием, которые полученным по методике обучения собачек Павлова. Уже написаны терабайты текстов, доказывающих, на кого реально работают все вот эти вот поедатели шаурмы. Я же хочу привести два разительных примера, показывающих, в какую же дверь стучится дебильная власть нашей несчастной Украины, а какую умышленно не замечает. Наш зецарь микро первый, страдающий ярко выраженным комплексом неполноценности, очень хочет встретиться с Путиным. Ну, тут ничего же не поделаешь, срабатывает естественный закон, подобное притягивает подобное. Пыня, видя такое неистовое стремление, решает поиметь зецаря, ну, а заодно и всю Украину. И выдвигает требования одно за другим. И для того, чтобы эти требования легче проходили, Пыня смазывает их макроно-меркельским вазелином. А наш карликовый зецарь активно стучится в дверь, скрывающую от него Пыню с завидным упорством. Почему-то он думает, что именно за этой дверью скрывается успех его правления. И на основании статистики действий наших клоунов при власти я не сомневаюсь, что те и дальше будут разбивать лоб об дверь, за которой стоит Московия. И с каждым ударом требования Путина будут увеличиваться. А вот дверь с надписью «НАТО» наши идиоты замечать не хотят. Йенс Столтенберг сказал прямо и недвусмысленно: «Мы уже достигли согласия, что Украина станет членом НАТО». Кому и что в этой фразе непонятно. А что же наши уроды? А наши уроды водят кормой из стороны в сторону, мол, мы не будем подавать ПДЧ, Украина уже подавала, нам 2 раза вставать не солидно. А великий лидер современности, ну и по совместительству зецарь микро первый, заявляет, что Украина как бы и согласна, но нужно и реформы ж еще провести, и референдум же ж обязательно забацать, а то вдруг 73% зефанов будут против. А великий мачо Еременко, ну тот самый, который очень хорошо разбирается в девушках легкого поведения, вообще заявил, что под дверью НАТО никто стоять и просить не будет. Зеленский, Еременко, да и вообще зевласть, вы даже не дебилы, вы предатели Украины. Хотя дебилы, конечно же, тоже. Двери НАТО для Украины открыты. В современном мире только НАТО может защитить Украину от постоянной агрессии Московии. То, что вы не замечаете открытую дверь с надписью «НАТО» и бьетесь лбом в закрытую дверь с надписью «ПылО», ясно показывает, куда вы ведете страну.